История Османской династии знает немало женщин-рабынь, которые достигли высокого статуса. Началось это с того момента, когда султан Сулейман женился на своей наложнице. Хюррем была не мусульманка, не знатных кровей, к тому же не была красивой. Прежде чем ответить на вопрос, кто был сильней – Хюррем, Софие, Кёсем или Турхан, давайте посмотрим, как описывали современники этих четырех могущественных женщин. Хюррем не выделялась какой-то особенной внешностью среди других наложниц гарема. Скорее, ее можно назвать некрасивой. Она маленького роста, но Хюррем была очень оптимистична и всегда с улыбающимся лицом. Отличительные черты хасики – это оптимизм, спокойствие, высокий интеллект и образованность. Она писала стихи, тратила много на благотворительность, была великой модницей, знала несколько иностранных языков, отмечается ее безграничная преданность и любовь к султану. Сулейман никогда не давал Хюррем вмешиваться в те дела, где, по его мнению, ей было не место. Вся власть Хюррем строго ограничивалась теми рамками, куда ее допускал султан. Единственными целями хасики было угодить султану, защитить своих детей, обеспечить целостность и спокойствие своей семьи, не допустить, чтобы Сулейман увлекался другими женщинами. Конечно, современники отмечали, что если бы для достижения этих целей Хюррем потребовалось кого-то убить, свергнуть или привести к казни, она ни на минуту не колебалась бы. Но в то же время, если ничего не мешало ей идти к цели, то она вполне могла бы прожить свою жизнь без каких-либо внутренних интриг и войн. Софие же Султан была полной противоположностью Хюррем. В истории она описывается как очень красивая женщина, которая любит богатство и драгоценности, буквально обожает власть и готова отдать все, чтобы управлять не только гаремом, но и держать политику османского государства в своих руках. На протяжении многих лет она ликвидировала своих конкурентов одного за другим. Софие даже не интересовала жизнь собственных детей. Если вы до сих пор не знали, то когда ее сын Мехмед был отправлен в Санджак, она так же, как и Хюррем, туда не поехала. И до момента, пока не умер ее супруг, султан Мурад, и не потребовалось усадить на престол сына, Софие не видела Мехмеда 19 лет. Ее самой большой мечтой был и стал султанат. Софие никогда не возражала против того, чтобы ее супруг развлекался с другими женщинами. Ей было достаточно, чтобы все знали, что Мурад приходил к ней в конце каждой веселой ночи с 1000 извинений. Кёсем Султан была довольно привлекательной внешности, но ее красота буквально меркла перед ее блестящим умом и проницательностью. Она, кстати, так же как и Софие, вполне не возражала против того, чтобы ее возлюбленный султан Ахмед развлекался с другими наложницами, которые иногда рожали ему детей. Неординарный ум султанши всегда убеждал ее в том, что ничего не способно будет ей помешать заполучить власть в империи в свои руки. Да, Кёсем любила власть настолько, что даже жизнь ее собственных детей не раз была поставлена на карту. Вообще надо отметить, что Софие и Кёсем были очень похожи в своих амбициях и поступках. В иных обстоятельствах это был бы очень ударный дуэт, который не оставил бы и клочка под самой империей. Только вот беда, империя была одна, и править в ней могла только одна из них. И поскольку Кёсем оказалась намного сильнее Софие, возможно, в силу возраста, последняя с треском проиграла эту войну. Турхан была красавицей. Долгое время, оставаясь в тени своей свекрови, она впитала от той в себя весь ум и изворотливость. Сложно сказать, что двигало этой амбициозной девушкой, когда она так отчаянно вцепилась в безумного извращенца султана Ибрагима. Наверное, тоже грезила властью. Кроме ума, эту девушку отличала от других предшественниц наличие большой доли терпения. Она, как тот охотник, годами выжидала, когда наступит ее звездный день. Судьба наставила Турхан множество подножек.
Сначала был казнен Ибрагим, потом Кесем задумала избавиться от невестки и самой при ее сыне стать регеншей. Однако молодость, хитрость и поворотливость Турхан превзошли давно уже немолодую Кесем-Султан, и она смогла выйти победительницей. Как оказалось, Турхан не билась за власть, во всяком случае не так, как этого хотели Сафие и Кесем. Да, она немного правила, прекрасно справляясь со своими обязанностями регента, делила власть с сыном, а когда что-то не понимала, то обращалась за помощью к правительству. Но империя была уже далеко не та, разорена и разрознена, и она, грубо говоря, сложила полномочия. И как она стала только валиде-султан, довольствовалась только титулом. На самом деле, психологический портрет Турхан еще долго предстоит изучать историкам. Так были ли эти три другие женщины сильнее, чем Хюррем? Я думаю, что невозможно сравнивать, так как жили они все в разную эпоху и при различных обстоятельствах. Хюррем среди них выглядит как грозная курочка, которая не готова впускать в свой курятник кого не следует, а что творится за его пределами, ей по боку, если это ее не касается. Мне кажется, что все султанши были сильными, но только не в сравнении с Хюррем. Они и косяки абсолютно разные. А ваше мнение? А на сегодня все. Не пропускайте главное, подписывайтесь на канал и посещайте вкладку «Сообщество», чтобы узнать про Османскую империю то, что остается за кадром наших видео.